холодильнике смердело так, что того и гляди наизнанку вывернет. Я предусмотрительно старый шарфик из дома захватил, одеколоном его пропитал, тем и спасался. Жарко, конечно, душно, но по мне так лучше потом истекать, чем обонять падальную вонь. А вот Максимычу хоть бы что, прыгает по оврагу, как кузнечик, и опарыши в жестянку собирает. А опарыши тут знатные, жирные такие, откормленные. Мы, собственно, ради них сюда и пришли. Летом лучше наживки не сыскать. Максимыч пинцетом ловко орудовал. Раз-раз, и уже полбанки личинок. Но он в этом деле тренирован. Даром, что ли, в нашей школе биологию преподают. У меня так не получалось. Я каждого опарыша брал медленно, чуть ли не с благоговением, будто бриллиант с земли поднимаю. Так вот, бродя по оврагу, я оказался рядом с бренными останками лошади нашего бывшего зоотехника. Лошадь у него пала ранней весной, и теперь от нее остался лишь скелет, местами обтянутый лоскутами иссохшей кожи. Тут даже опарышам есть было нечего, но глянул, а в глубине пустой глазницы какое-то движение. Нагнулся я, пригляделся, и тут меня аж передернуло. Внутри конского черепа шевелилось нечто белесое размером с сосиску. «Ни хрена себе!» – сплюнув, сказал я. «Максимыч, глянь-ка сюда! Всем опарышам опарыш!» Максимыч неспешно подошел и скользнул взглядом вдоль моей вытянутой руки. Смотрел долго. «Не, Витя», — сказал он, — «опарыши такими не вырастают. Это какая-то другая личинка. Может, какого-нибудь крупного жука? Я, во всяком случае, таких не встречал. Да я ее достану». С этими словами он сунул пинцет в лошадиную глазницу, подцепил неведомую тварь и извлек на свет Божий. Я мельком увидел отвратно корчащееся полупрозрачное тельце, увенчанное темной конусовидной головкой. А в следующую же секунду личинка вдруг резко изогнулась, и конус на переднем конце ее тела раскрылся как зонт, превратившись в множество острых жал, которые тотчас вонзились Максимычу в основание большого пальца. Максимыч ойкнул, выронил пинцет и банку с опарышами и принялся остервенело трясти рукой, стараясь сбросить поганую тварь. Я растерялся и остолбенел. В других бы обстоятельствах совершающий безумные прыжки и сыплющий недостойными педагога выражениями Максимыч выглядел бы уморительно. Но в тот момент я испугался за него по-настоящему. Наконец, червь оторвался и шлепнулся в траву. Максимыч недоуменно рассматривал многочисленные точечные ранки, расположенные окружностью. Ранки, похоже, были достаточно глубокими, но кровь, что удивительно, свернулась очень быстро. Я серьезно забеспокоился, потому что быть укушенным неизвестным червем – это неприятно. А если червь этот питается мертвечиной и уже успел занести в кровь трупный яд, неприятно вдвойне. «Максимыч», – сказал я, – «пойдем-ка быстрее к Анне, не хватало тебе заражения крови заработать». Анна – наш школьный фельдшер. Уж первую помощь-то окажет, а то и сыворотку какую-нибудь вколет на всякий случай. «Да, конечно», – рассеянно пробормотал Максимыч. «Сейчас пойдем. Я ведь только знаешь, что думаю. Надо эту личинку найти и с собой взять». «На кой она тебе?» – удивился я. «Мало тебе досталось?» «Понимаешь, Вить, таких личинок в природе нет. Поверь мне как натуралисту и просто как старшему товарищу. Я подумал, а вдруг это какой-то реликт? Или вообще совершенно новый вид?» Я пожал плечами. Лично я просто раздавил бы эту дрянь. Куда же она упала? Максимыч, согнувшись, аккуратно раздвигал траву палкой.
выискивая свой реликт. «А, вон она! Извиваешься, стерва! Витя, дай-ка мне мою банку!» Я вытряхнул опарыши на землю, не до них теперь, и передал Максимычу пустую жестянку. Тот, наученный горьким опытом, умело, как змеелов в гюрзу, загнал червя в банку, горловину которой завязал носовым платком. Банку он сунул в карман ветровки, и мы поспешили прочь из леса. Идти решили короткой дорогой. Преодолели заваленный буреломом склон, пересекли просеку и вышли к кладбищу. Тут Максимыч запросил передышку. «Все, привал ведь. Давай перекурим». Я забеспокоился, не почувствовал ли он себя хуже. Но Максимыч принялся успокаивать меня и заверять, что просто запыхался. «Я все-таки тебя почти в 2 раза старше», — усмехнувшись, сказал он. Минут 10 он отдыхал на скамейке, установленной на могиле тетки Раисы, той, что умерла в позапрошлом месяце. Я же нервно ходил взад-вперед по кладбищенским тропинкам и поминутно спрашивал, не болит ли укус. Максимыч был невозмутим и на подобные вопросы отрицательно мотал головой. Наконец, он почувствовал себя отдохнувшим, поднялся и пошел, а я последовал за ним. До самого села мы шли молча. Возле самого фельдшерского пункта Максимыч остановился и достал из кармана жестянку, дабы поглядеть, как там его новый вид. «Смотри-ка, сбежал сученыш, дыру прогрыз и убег». Он продемонстрировал мне пустую банку, о недавнем присутствии необычного червя, в которой напоминал лишь слабый запах разложения. «Плакала твоя Нобелевка», — сказал я. Лично меня судьба опарыша-переростка беспокоила мало. Но за Максимыча было обидно. Он ведь и впрямь веровал, что нашел неизвестное существо. Впрочем, на его лице не мелькнуло и тени сожаления. То ли отнесся к потере стоически, то ли умело скрывал разочарование. «Хрен с ней, с Нобелевкой», — махнул он рукой. «И то верно», — поддакнул я и присовокупил. «Иди-ка ты поскорее к Анне». Максимыч поднялся на крыльцо и исчез за дверями медпункта. Сразу проговорюсь, что укус зажил необычайно быстро, и никаких осложнений, как я тогда думал, не было. После этого случая мы неоднократно наведывались на скотомогильник ради наживки, и я всякий раз с тщательностью достойной эксперта-криминалиста осматривал каждый череп, каждую косточку, каждый лоскуток сгнившей кожи, в надежде найти еще одного кусачего червя. Все было безрезультатно. Возможно, то и в самом деле был некий уникальный реликт, а то и вовсе мутант, существующий в природе в одном единственном экземпляре. Что удивительно, Максимыч совсем не поддерживал меня в этих поисках. Он окончательно потерял гигантскому опарышу всякий интерес и даже вспоминал Таню неохотно, словно разговоры на данную тему были для него неприятны. Я отметил, что за месяц, прошедший с того самого дня, мой приятель существенно изменился. Я не узнавал прежнего Максимыча. Новый Максимыч был на редкость молчалив и спокоен, как танк. Ходить с ним на рыбалку стало тоскливо. Он просто забрасывал свою удочку и тупо глядел на поплавок. А когда я что-нибудь рассказывал ему, пытаясь завязать диалог, он либо безоговорочно соглашался, либо давал короткие комментарии. Один раз я даже упрекнул его. «Ты как зомбированный какой-то», — сказал я после очередной неудачной попытки обсудить какую-нибудь мировую проблему. Максимыч только пожал плечами, бросив короткое «возраст». Тогда я решил, что так оно и есть. Осенью Максимычу должно было стукнуть 60, а любые круглые даты, особенно если размениваешь седьмой десяток, воспринимаются неоднозначно. Кошмар подкрался к нам в конце лета.
Как-то в один из дней последней декады августа, когда я, совершенно ошалев от бесконечных организационных, финансовых и хозяйственных дел, на носу был новый учебный год, вышел на крыльцо школы и смотрел на опадающую тополиную листву. Ко мне подбежала тетка Шкиляйха. «Добрый день, Ольга Сергеевна», — сказал я, ожидая, пока та отдышится. «Что это вы идете сама не своя? Никак случилось чего?» «Ой, Виктор Алексеевич, не говори!» — замахала рукой Шкиляйха. «С кладбища бегу! Ужас-то какой!» Она вновь замолчала, переводя дух. Я помолчал, выжидая. «Сегодня же Инга, Ольги Востриковой покойная дочка, приехала. Хотела мать на городское кладбище перевезти. Так, представляешь, стали мужики могилу разрывать, да вниз и провалились. Землю раскидали, а в могиле-то и нет ничего». «Как нет?» Не понял я. «А так, пусто, вот тебе крест. Гроб на кусочки разломан, и тело нема». «Совсем?» «Совсем». Тут Шкиляйха перешла на шепот. «Вот, Алексеич, кто-то могилу снизу подрыл, гроб сломал и покойницу утащил. Страсть-то какая, упаси Бог!» Я недоверчиво хмыкнул. «Не веришь?» — рассердилась Шкиляйха. «Думаешь, врет старуха? Пойди-ка на кладбище да с Ингой поговори. Ей ж плохо стало, когда пустую могилу увидала». «Верю, верю», — скороговоркой произнес я, зная, что нет никого ужаснее сплетницы, коей выказали недоверие. «Еще новости есть?» «Бабушка Егоровна пропала». «С чего бы это? Никуда она не пропадала. К родственнице какой-то в город уехала. Мне Максимыч сказал. Внучатая племянница у нее там, кажется». «Нет у нее никаких племянниц. Одна она как перст». Выпучила глаза Шкиляйха. «Верь мне, пропала она, в лес ушла и с концами. Поди уж лежит ее непогребенное тело где-нибудь в болоте. Прости, Господи». «А ну вас, Ольга Сергеевна, из всех возможных объяснений вы всегда выбираете самое зловещее». Шкиляйха обиделась и ушла искать более благодарных слушателей. Я же вернулся к работе. Вечером выяснилось, что история с могилой Востриковой, умершей ранней весной от рака, чистая правда. Гроб и впрямь оказался разрушен и совершенно пуст. Инга вернулась в город в слезах и недоумении. Версии сыпались со всех сторон, причем самой популярной среди сельчан стала гипотеза о краже тела сектой сатанистов-некрофилов, увлекающихся практической анатомией в свободное от оккультных ритуалов время. Я сходу отмел подобный бред, и единственное, что приходило мне в голову, так это мысль о каких-то живых организмах, типа плесени или бактерий, способных разложить труп подчистую, не оставив и костей. Я спросил Максимыча, как такое возможно, но тот лишь пожал плечами, пространно заметив, что, мол, все может быть. Я не стал больше пытать его на эту тему. Есть многое, как говорится, друг Горацио. Ночью пошел дождь, который лил весь следующий день. А когда хляби небесные вновь закрылись, выяснилось, что из-за проседания грунта на кладбище провалились еще несколько относительно свежих могил. Ничего экстраординарного в этом не увидели. Родственники умерших, объединившись, накидали сверху земли, поправили вывернутые кресты и на том успокоились. А вот дальше на наше село обрушилась череда несчастий. 24 августа утонули Степан Вяткин и его великовозрастный сын тунеядец Семен. Пошли утром на рыбалку, да так и не вернулись. Отправившиеся их искать обнаружили вещи на берегу и надувную буфинку в прибрежных кустах. Оба, отец и сын, надо заметить, были страстными любителями кирнуть, а потому никто и не удивился такому исходу. Здраво решили, что выпили, задремали, да и кувыркнулись в воду.
Ждали, когда тела всплывут. Не дождались. Ровно через 2 дня сгорел дом одиноких стариков Патрикеевых вместе с хозяевами. Сгорел подчистую, только головешки остались. Тел тоже не нашли. Видимо, и от них остался лишь пепел. 28 числа пропала местная дурочка Валюша Иванова, чему, впрочем, никто не придал особого значения, потому как дурочке было 27 лет, и она имела привычку периодически уезжать с водителями лесовозов, среди которых пользовалась определенным успехом, а потом вновь появлялась, иногда уже на следующий день, иногда через неделю. В ночь с 31 на 1, перед самым днем знаний, полыхнул дом парализованной Елены Галеонко. Ее придурковатая, вечно полупьяная дочь Машка так и не смогла внятно объяснить, куда ей приспичило отлучиться из избы в 2 часа ночи. Но когда она вернулась, дом уже полыхал вовсю. Потушили только к утру. Среди тлеющих углей нашли почерневший череп. Все, что осталось от тела. День знания, омраченный подобными происшествиями, прошел безрадостно и несколько сумбурно. К счастью, 2 и 3 сентября выпали на выходные, и я надеялся за эти дни немного развеяться, перед тем, как нырнуть в водоворот школьной жизни. Субботнее утро выдалось пасмурным, но сухим и теплым, и я, прихватив ведерко, отправился в лес, надеясь насобирать грибов. Собственно, найду я хотя бы 1 гриб или не найду, волновало меня мало. Хотелось временно отрешиться от житейской суеты и, что называется, проветрить мозги. Но бесцельно бродить по лесу я не привык, вот и убедил сам себя, что иду по грибы. Звался бы Максимыча, но тот отнекался, сославшись на гипертонию. Прошатавшись по лесу полдня и найдя лишь 2 засохшие волнушки, я уже шел в направлении села, когда боковым зрением уловил некое движение. Среди лесных зарослей мелькали знакомая белая кепка и некогда камуфляжная, а ныне безнадежно выцветшая штормовка. Максимыч, вот старый черт, а! Мне сказал, что у него давление, а сам в лес попёрся, да еще и идет куда-то в сторону Пузиковского болота. «Максимыч!» – заорал я, что было мочи. Максимыч мгновенно замер, аж чуть не подпрыгнул от неожиданности и закрутил головой во все стороны. «Да это я!» Я уже спешил к приятелю в полголоса, матеря хлещущие по лицу лиловые ветви. «Здорово, Максимыч!» – сказал я. «Никак гипертония прошла?» «А, здравствуй, Виктор!» Максимыч рассеянно пожал мне руку. «Представляешь, прошла, как рукой сняло. Дай, думаю, по лесу прогуляюсь, авось Витю встречу, видишь, встретил». Через плечо Максимыча висел большой, но очевидно пустой рюкзак, а на поясе болтался большой самодельный нож. «Ты что, на болото собрался? Какого лешего, позволь полюбопытствовать?» «На болото», — кивнул Максимыч. «Дело там одно у меня есть. Если хочешь, пошли со мной». Я хмыкнул. Почему бы и не пойти? И присоединился к товарищу. Шли молча. Тропы на Пузиковское болото не протоптаны. Дорога хотя и короткая, но не легкая, не до разговоров. От комаров только отмахивались, да паутинки с лиц снимали. Минут через 15 под ногами зачавкало, и мы вышли к небольшому лесному озерцу, распространявшему запах стоячей воды и гниющей тины. Ствол, ближайшей к воде осины, был обвязан 2 веревками. Концы веревок уходили в воду. «Ты там, что ли, чего вымачиваешь?» – спросил я. Максимыч кивнул и сбросил рюкзак на землю. В рюкзаке звякнуло. Значит, он все-таки был не пустой. «Ты, Виктор, постой пока тут», – велел мне приятель, а сам поплевал на ладони и принялся выбирать один конец. Судя по шумному дыханию, вздувшимся на шее венам и покрасневшему лицу,
В озерце находилось нечто тяжелое. Я уже хотел было предложить помощь, когда в воде смутно забелел большой продолговатый предмет. Максимыч сделал еще пару рывков, и... Я всегда считал, что фраза «не верить своим глазам» не более чем речевой оборот, но Максимыч убедил меня в обратном. Я действительно сначала не поверил тому, что вижу. Передо мной лежало привязанное за лодыжки обнаженное женское тело. Судя по всему, оно пролежало в воде не один день, распухшее, покрытое сеткой зеленоватых трупных пятен и пленкой тины, в которой копошились водяные блохи. Зрелище это было настолько чудовищно, настолько невыносимо, что я тотчас почувствовал дурноту, покачнулся, но устоял и даже нашел в себе силы выдавить. «Максимыч, твою мать, что это?» «Это?» – переспросил Максимыч, небрежно кивнув на труп. «Это еда. Понимаешь, Вить? Он свежатин куда не ест, ему с душком подавай». Максимыч присел, засунул руку в рюкзак и вытащил оттуда ножовку. «Целиком-то мне не нести», – буднично пояснил он. «Староват уж для такой ноши, а он, Витя, растет, все время растет». Бежать. Сейчас же. Немедленно. И я побежал. И бежал до самого села. Только поравнявшись с первым домом, позволил себе отдышаться. А потом отправился прямиком к нашему участковому, Сереге Пенжину. Я рассказал ему все, начиная с того момента, как решил пойти в лес. Окончив рассказ, я поднял голову и посмотрел Сереге в глаза, пытаясь понять, верит он мне или нет. Впоследствии, вспоминая выражение глаз нашего участкового уполномоченного, я представил образ весов, на одной чаше которых лежит «верю», а на другой «не верю». И чаши эти ходят то вверх, то вниз, и совсем не собираются обрести равновесие. Впрочем, я ничуть этому не удивляюсь. Я ставлю себя на Серегино место и думаю, а что подумал бы я, если бы ко мне заявился директор школы, человек, в общем-то, уважаемый, с бледным лицом и бегающими глазами, и принялся рассказывать, что его старый приятель и коллега Александр Максимович, человек не менее уважаемый, расчленяет в лесу полуразложившийся труп. Как бы то ни было, но в конце концов Серега встал из-за стола, сунул в кобуру табельный пистолет и сказал: «Ладно, поехали». Мы доехали с ним до опушки леса, остановили служебную Ниву и пошли к болоту. Откровенно говоря, я отчаянно трусил. Во-первых, меня совсем не прельщало увидеть мертвеца, распиленного на кусочки. Во-вторых, учитывая то, что Максимыч сошел с ума, кто мог дать гарантию, что он не притаился где-нибудь за деревом, ожидая удобного момента перерезать нам глотки? Присутствие Сереги с Макаровым меня нисколько не успокаивало. Когда мы вышли к проклятому озерцу, там, естественно, не было ни трупа, ни Максимыча. Серега взялся осматривать место происшествия, а я нервно озирался по сторонам, поминутно вздрагивая. Все, что обнаружил участковый, это потертости на коре осины, следы от веревок и примятый мох на берегу, свидетельствовавший о том, что на нем лежало что-то большое и тяжелое. И ничего больше. Я высказал предположение, что Максимыч столкнул тело обратно в озеро, и что там должно лежать теперь два тела, потому как веревок было две. В ответ Серега вслепую пошарил в воде палкой, но ничего не нащупал. «Эх, Багор бы сюда!» Некоторое время мы молча стояли на берегу. Панжин выкурил сигарету и бросил окурок в воду. «Пошли, Виктор, обратно», — сказал он. «Я с этим делом разберусь.
ты не беспокойся». Потом он хмыкнул. «Вот ведь ядрит твою, маньяков-то у нас еще не заводилось». Он довез меня до дома и перед тем, как уехать, добавил: «Ты запрись как следует на ночь. Звони, если что. А я Максимычу сейчас наведаюсь». Я последовал его совету, но спокойствия это мне не добавило. Эта ночь была самой длинной и жуткой. Мысли мои вертелись вокруг Максимыча. Я не сомневался, что он распрощался с рассудком. Не сомневался, что виденный мной на берегу озерка труп принадлежит старухе Егоровне. Не сомневался и в том, что за всеми странными смертями и исчезновениями односельчан стоит именно он. Всю ночь я не гасил свет. Стоило опуститься в темноте, как память тотчас услужливо рисовала где-нибудь на полу посреди комнаты обезображенное разлагающееся тело. Но вот отчего волосы и впрямь вставали дыбом, так это от фразочек. Он свежатинку-то не ест. Он растет, все время растет. Кто он? Воображение являло совершенно чудовищный образ огромного упыря, покрытого спутанной с засохшими комьями могильной земли шерстью, с горящими кроваво-красным огнем глазами и смрадно-слюнявой пастью. Я сидел на кухне, пил одну чашку кофе за другой, пытался переключить мысли на что-то другое, думать о работе, но все было тщетно. Упырь оказался сильнее, меня било зноб. Хмурым воскресным утром позвонил Паншин и сообщил, что Максимыч дома не ночевал, да и под утро не появился. Не появился он ни в понедельник, ни во вторник, ни даже в среду. Что любопытно, за эти дни больше никаких таинственных исчезновений и странных пожаров в селе не произошло. По поводу пропажи Максимыча ползли разные слухи, но мы с участковым хранили молчание. Постепенно воспоминания о жутком походе на Пузиковские болота отошли на второй план, вытесненные рутиной школьной жизни. Теперь меня больше волновал вопрос, где взять учителя биологии и географии. Я отправил запрос в районное управление образования, но скорой помощи от них не ждал, а потому обзванивал всех городских знакомых в надежде найти совместителя, согласного вести в выпускных классах и ради этого приезжать к нам хотя бы раз в неделю. В середине сентября село посетила дочь Максимыча. Последние года два она жила в разладе с отцом, но узнав, что тот пропал, все-таки соизволила приехать. С ее согласия Серега взломал дверь в дом Максимыча. Как он сам мне рассказывал, ничего подозрительного они там не обнаружили. Не висели по стенкам крюки, ржавые пилы и мясницкие ножи. Не стояли на полках в погребе банки с залитыми первачом человеческими органами. Не пылились в потайных комнатах измазанные кровью жертв языческие идолы. Словом, ничего, что могло бы косвенно или прямо подтвердить факт, что пожилой школьный учитель превратился в опасного маньяка. Правда, в земляном полу сарая Паншин увидел странную круглую яму диаметром около метра, выкопанную под углом к поверхности. «Вонища оттуда шла, Виктор, аж глаза ест», — поведал Серега. «Настоящая трупная вонь». Пытаясь обнаружить источник смрада, участковый взялся за лопату, но и тут нашел лишь дохлую кошку, которая, очевидно, и распространяла аромат мертвечины. К тому же стенки ямы осыпались, значительно затруднив дальнейшие поиски. Собственно, на этом зловещий эпизод из жизни нашего таежного села можно было бы считать законченным. В конце сентября коллектив нашей школы наконец-то пополнился новой учительницей. Звали ее Наталья Сергеевна, и она была согласна по вторникам и четвергам проделывать 30-километровое расстояние от райцентра, чтобы давать уроки биологии и географии. К
К тому же была она молодой и интересной, чему я радовался особо, потому как все прочие мои коллеги были людьми около пенсионного возраста. Жуткие события не то чтобы забылись, но отошли куда-то на задворки памяти, вытесненные повседневностью. Иными словами, жизнь текла так, как ей положено. До ночи с 30 сентября на 1 октября. Именно в ту ненастную осеннюю ночь я сначала услышал сквозь сон какой-то грохот, а секунду спустя диван подо мной вдруг вздыбился, а затем вновь опустился, как лодка на большой волне. Я открыл глаза и таращился в потолок, пытаясь понять, что к чему. Посуда в кухонном шкафу все еще звенела, люстра раскачивалась, а по одному из оконных стекол змеилась трещина. Землетрясение. Я соскочил с постели, машинально глянул на часы. Они показывали 2:30 ночи. Подбежал к окну и распахнул створки. В лицо плеснуло ледяной влагой дождя. Я зажмурился, а когда вновь открыл глаза, то остолбенел. 3 дома на противоположной стороне улицы стояли в кривь и в кось, словно с ними пошалил ребенок-великан. Впрочем, великан был вовсе ни при чем, ибо прямо под фундаментами проходил почти прямой, узкий и длинный провал, который тянулся метров на 50, постепенно сходя на нет. Удивительно, но разум мой даже не стал искать каких-либо правдоподобных объяснений. Нет, я вдруг с кристальной ясностью осознал, что нечто поднялось из недр земли, проползло у самой поверхности и вновь исчезло в глубине. Едва эта мысль пришла ко мне в голову, я услышал чьи-то крики и надрывистый женский плач, доносящийся со стороны покосившихся домов. Наспех одевшись, я выскочил на улицу. Колебания почвы, похоже, подняли на ноги всех соседей. В окнах близлежащих домов по обеим сторонам улицы вспыхивал свет, доносились тревожные голоса. Навстречу мне, пошатываясь, брел работник местной лесопилки, отец 4 детей Николай Петелин. Именно его дом пострадал больше других, накренившись и просев. Несмотря на холод и дождь, никакой верхней одежды на Николае не было, что, впрочем, в данный момент не имело для меня особого значения. За спиной Петелина, со стороны его дома, доносился монотонный женский вой. Я понял, что произошло какое-то несчастье, и поспешил Николаю навстречу. «Что случилось?» Петелин никак не отреагировал, будто не слышал меня, но, подойдя ближе, он поднял на меня глаза. Они были совершенно безумными. Я никогда не видел таких глаз. Мне стало не по себе, и я хотел было отшатнуться, но Петелин обеими руками вцепился в мою глотку. «Оно жрало моих детей!» От его слов у меня кровь заледенела. Я тоже схватил Николая за грудки, тряхнул и проорал ему в лицо. «Кто жрал Коля? Коля, что случилось?» Петелин не реагировал и, как заведенный, все повторял. «Оно жрало моих детей». Так мы и стояли, вцепившись друг в друга, пока к нам не подбежал другой сосед, дядя Миша. Он хоть и разменял уже 7-й десяток, мужик рослый и крепкий, а потому без труда оторвал от меня Николая и перепоручил его подоспевшей супруге. «Ты его видел?» – спросил он. Я только сейчас обратил внимание, что через плечо дяди Миши перекинута его охотничья двухстволка. «Кого?» – не понял я. «Его!» Дядя Миша ткнул пальцем в образовавшийся земляной вал, а потом указал на свой дом, который тоже пострадал, хоть и в меньшей степени, чем жилище Петелиных. Я пожал плечами. Дядя Миша хотел что-то добавить, открыл рот,
тотчас в Петелинском доме грохнуло, и кто-то вновь скорбно завыл. Мы, не сговариваясь, бросились туда. Едва войдя внутрь, я замер, ошарашенный открывшейся картиной. Стены перекошены, вместо окон пустые кривые рамы. Пол вздыблен, усыпан штукатуркой, а прямо посреди комнаты огромная, ощетинившаяся обломками досок, дыра, источающая кошмарное зловоние только что открытой могилы. И никого. Только где-то наверху на чердаке кто-то воет. «Ты, Витя, иди к ним!» — сказал дядя Миша. Я послушался и осторожно полез на чердак, опасаясь, что лестница вот-вот обрушится. Одолев половину ступенек, я остановился и оглянулся. Я видел, как дядя Миша, держа ружье наперевес, осторожно подошел к краю ямы, заглянул внутрь, охнул и тотчас отшатнулся. Я не стал спрашивать, что он там увидел. Мне и без того было невыносимо жутко. На чердаке в самом дальнем углу сидела жена Николая, Ольга, прижав к себе 2 дочерей, и надсадно тянула. Взгляд у нее был отсутствующий, точно такой же, как у мужа. Дети еле слышно всхлипывали. «Здрасте!» — сказал я, не придумав ничего более умного. «Не стоит тут сидеть, дом того и гляди рухнет». «Оно ушло?» — спросила старшая, 14-летняя Алинка. «Ушло!» — заверил я, не пытаясь вникнуть в смысл сказанного. «Все закончилось». «Витя!» — донеслось до меня снизу. «Не давай им смотреть в яму!» Я не стал переспрашивать, почему, но когда мы наконец вывели мать с детьми на улицу, дядя Миша пояснил, что на дне ямы лежат изуродованные тела 3-й дочери и единственного сына Петелиных. «Представляешь, эта херня убила их, разжевала, выплюнула и проползла по ним», — сказал дядя Миша. Он пытался закурить, но пальцы не слушались, и сигарета ходила ходуном. «Витя, они будто под комбайн угодили!» «Ни черта не понимаю!» — взорвался я. «Что за хрень тут происходит?» Дядя Миша посмотрел на меня, как на дурачка, бросил окурок и спросил: «А ты чего? Его не видел?» «Нет», — просто сказал я. «Оно вышло у нас крышку погреба», — начал рассказывать дядя Миша, когда раздался полный ужаса крик. «Земля! Земля движется!» Дядя Миша замолк. Я увидел, как почва вновь вспучивается, образуя вал, словно к поверхности лезет гигантский крот. Земляная твердь под ногами заколебалась. Кто-то завизжал, кто-то заматерился, кто-то из детей громко заплакал. Земляная волна катилась неспешно, но неудержимо, как цунами. Вот она дошла до столба линии электропередачи и уперлась в него. Деревянный столб закачался и рухнул, озарив нас фейерверком искр. Свет в домах погас. Улица погрузилась во тьму. Наступила тишина, нарушаемая лишь шумом дождя. Люди замерли. Кажется, в те бесконечные секунды я даже перестал дышать. И в этой тишине мы услышали новый звук. То было сухое клацанье, как если бы десяток больших попугаев начали одновременно щелкать клювами, к которому примешивалось омерзительное влажное хлюпанье. А затем на нас накатила волна могильного смрада. Вновь вспыхнул свет. Это кто-то из соседей принес мощный фонарь.
Луч его пробежал по лицам напуганных, недоумевающих людей, скользнул по гряди вывороченной земли и остановился, осветив источник таинственных звуков. И тотчас все мы в едином порыве вскрикнули от ужаса, увидев вздымающееся тело исполинского червя, раскачивающееся из стороны в сторону и непрерывно щелкающее многочисленными серповидными жвалами. Я сразу узнал этого монстра, ведь это был тот самый укусивший Максимыча необычный опарыш, только разросшийся до невероятных размеров. Теперь он был толщиной с 200-литровую бочку и возвышался над нами на высоте 2 человеческих ростов. «Поберегись, народ!» Услышал я за спиной и обернулся. Позади нас стоял дядя Миша. Люди расступились. Дядя Миша вскинул ружье, сделал несколько шагов вперед и нажал на оба спусковых крючка. От звука выстрелов я невольно вздрогнул. Луч фонаря качнулся, а когда вновь нацелился на червя, мы увидели, что тело чудовища покрыто множеством мелких ранок, сочащихся черной жидкостью. Червь клацал жвалами, корчился и с тошнотворной быстротой убирался в землю. Несколько секунд, и на его месте осталась лишь дыра, распространяющая смрад тлена. Все мы замерли в ожидании. Дядя Миша спешно перезаряжал ружье. Кто-то из мужиков принес длинную крепкую жерть, конец которой ощетинился 2 здоровенными гнутыми гвоздями. Так мы и стояли, готовые достойно встретить новое появление монстра. Но тот, к счастью, не появился. Ни в эту ночь, ни в последующие. Село лихорадило почти неделю, но потом страсти постепенно улеглись. Погибших детей Петелиных схоронили. Николай с супругой и детьми уехали жить в райцентр. Земляной вал, поднятый червем, сравняли бульдозером. Покосившиеся дома восстановили. Да, из города к нам приезжали журналисты. Долго и подробно расспрашивали очевидцев, в том числе и меня. А потом мы имели возможность читать статью, в которой мелькали словосочетания «карстовый провал», «массовая галлюцинация» и также «коллективный психоз». В начале ноября землю сковал мороз, и все сразу вздохнули с облегчением, потому как бурить мерзлую почву не способен никакой, даже самый огромный червь. Наверное, на этом можно было бы поставить точку. История постепенно превратилась бы в быличку, какие рассказывают ночами у костра, и никто бы уже не воспринимал ее всерьез. Вот только я думаю иначе. Все это было лишь прелюдией, увертюрой, если хотите. Почему? Что ж, попробую объяснить. Во-первых, Максимыч. Конечно, вряд ли кто в селе связал его исчезновение с явлением червя. Но уж для меня-то это было как 2 × 2. Теперь я знаю, кого имел в виду мой бывший приятель и коллега, говоря, что он не ест свежатинку и все время растет. Вопрос в другом. Зачем он это делал? Правда, и на этот счет у меня есть своя гипотеза. Как-то Наталья Сергеевна рассказала, что есть такой наглый жучок ломихуза. Наглый настолько, что поселяется прямо в муравейнике. И мураши не просто не трогают его, а еще и кормят своим же собственным потомством. А все потому, что эта ломихуза выделяет вещества, одурманивающие муравьиные мозги. Я думаю, что эта тварь тоже нечто вроде ломихузы. Она укусила Максимыча, впрыснула ему какую-то жидкость в кровь и таким образом
навсегда подчинила своей злой воле. По-моему, логично, хоть и невероятно. Так что, скорее всего, Максимыч вовсе не сгинул, а скрывается где-то и продолжает творить свое черное дело. Второе, на что я обратил внимание, траектория движения червя. Он полз практически по прямой, словно у него была некая цель, к которой он упорно стремился. Так вот, если взять крупномасштабную карту нашего района, начертить отрезок пути чудовища, проделанный по территории села, а потом продолжить прямую, то она упрется не куда-нибудь, а прямехонько в северную конечность городского кладбища. А райцентр у нас не маленький, и кладбище там целый некрополис. Я явственно представляю, как в одном из весенних выпусков городской газеты прочитаю сообщение о грунтовых водах, якобы подмывших десятки, если не сотни, относительно свежих могил. Кстати, если в городе уже начали без вести исчезать одинокие старики, инвалиды и бездомные, меня это тоже ничуть не удивит. Но в подлинный трепет меня приводит другое. Сущность этого обитателя могильного мрака. Максимыч был прав. В природе никогда не было и не должно быть ничего подобного. А оно есть. И значит, мы столкнулись либо с омерзительным мутантом, либо с представителем инопланетной фауны, а то и вовсе с порождением какого-то иного измерения. Не надо хихикать. В былые времена я бы и сам посмеялся над подобными измышлениями, но нынче, увы, не до смеха. И вот какая мысль не дает мне покоя. А что, если это существо было всего лишь личинкой? Что, если оно, напитавшись полуистлевшей плотью, окуклилось и ждет, когда земля оттает, чтобы закончить метаморфоз? И когда в один теплый апрельский день разорвутся оболочки кокона и разверзнется земля, что за чудовищное создание появится на свет Божий?